Всем привет! Сегодня расскажу про мод «Механизм». Начнем с металлургического наполнителя. Данный механизм необходим для создания различных схем, сплавов и закаленного железа. А также есть наполняющая фабрика, продвинутая наполняющая фабрика и элитная наполняющая фабрика. Давайте поставим все эти механизмы. Между собой они различаются количеством слотов для обработки. Теперь подключим металлургический наполнитель к энергии. В крайний левый слот необходимо поместить наполняющий ресурс. Закинем немного редстоуна. Теперь сделаем обогащенный сплав. И схему управления. Ну и попробуем сделать закаленное железо. Также у механизма есть следующие функции. Настройка сторон для входов и выходов. Тут еще можно включить режим выталкивания предметов. Также есть дополнительная страница конфигурации сторон механизма. Здесь можно увидеть потребление механизма. Кнопка для настройки работы по редстоун сигналу. Приватный режим. Здесь можно запретить доступ к механизму всем игрокам. Ну и улучшение механизма. Снизу подсвечиваются улучшения, которые поддерживают механизм. Механизм поддерживает улучшение энергии, скорости и шума. Давайте запустим механизм. И установим улучшение скорости и энергии. Ну и пока можем отслеживать, сколько механизм будет потреблять энергии. Также у продвинутых механизмов есть дополнительная функция распределения ресурсов при обработке. Теперь рассмотрим камеру обогащения. В данном механизме мы можем обогащать или сжимать некоторые полезные предметы. Обогатим редстоун. Этот обогащенный редстоун мы можем поместить в металлургический наполнитель, и он даст нам в 8 раз больше наполнения. Теперь рассмотрим осмиевый компрессор. Данный механизм потребляет осмиевые слитки во время своей работы.
но и создает он следующие ресурсы. Теперь рассмотрим энергетические ячейки. Поставим энергетическую ячейку и подключим ее к энергии. Ну и от нее подключим еще одну ячейку. Как видите, энергия не поступает. Нам необходимо открыть нашу первую ячейку и настроить в ней выход энергии. Далее рассмотрим большое энергетическое хранилище. Оно состоит из индукционного корпуса, индукционного порта, индукционной ячейки, которая отвечает за количество накапливаемой энергии, и индукционного поставщика, который отвечает за количество выдаваемой энергии. Построим хранилище 4 на 4 блока. Внутрь установим по 4 ячейки и поставщика максимального уровня. Ну и установим индукционный порт. В данном механизме мы можем увидеть всю информацию о количестве поступаемой энергии, запасе энергии и так далее. Далее рассмотрим атомный разборщик. Это очень полезный инструмент для похода в шахту. Выставим режим жила. И попробуем сломать золотую руду. Он сразу выкопает всю золотую жилу. Далее рассмотрим бегунки. Они позволяют нам взбираться на одноблочную высоту без нажатия пробела. И реактивные ранцы. Существует обычный реактивный ранец и бронированный реактивный ранец. Полетаем немного. Также настроим клавишу переключения режима в ранце. Ну и в другом режиме полета мы теперь можем зависать в воздухе. Однако, для заправки этого реактивного ранца нам еще потребуется электрический сепаратор и помпа. Поставим электрический сепаратор и сразу подключим его к энергии. Далее сделаем бесконечный источник воды. И установим помпу над ним. Эту воду будем выводить при помощи жидкостных труб. Жидкость еще можно выводить в жидкостный бак. Механизм начал работать. Он производит водород и кислород. Однако для ранца нам нужен только водород. По краям механизма есть специальные кнопки, отвечающие за резервуары. Нажмем на кнопку резервуара с кислородом и включим сброс. Ну и при помощи газовых труб выведем водород в газовый баллон. Здесь мы сможем заполнять наш реактивный ранец. В следующем видео я расскажу про цифровой шахтер.
Всем спасибо за просмотр, играйте на наших серверах.